мы идем в расположение в ихнее. Гильзы. Смотрите, американская гильза, норма. Это снайперская винтовка Винмаг 300. А вот это каски, защищавшие героев Украины. Ну, что-то они им не по размеру, наверное, были, не носили их. Из этого укрепрайона украинские войска вели обстрел города Иловайск и окрестностей Донецка. Ну вот еще видно, неразорванные снаряды валяются, ихние 152 миллиметра в диаметре. Вот такими зарядами они работали по всему, чему не попадя и куда угодно. Они вели огонь в безобразном направлении, без какой-то цели. Дальнобойная артиллерия, установки «Град», танки – все было размещено здесь, на этом поле. Снял? Я что там? Ликвидация этих укреплений позволила прекратить обстрелы Иловайска и предотвратить гибель сотен мирных жителей. Ну сколько их предупреждали раз, а? Не надо трогать мирное население. А они нет, это террористы и все. Какие же террористы? Я сразу предупреждаю. Добро пожаловать в ад. Когда говорили за Иловайск, что Иловайск держит целый батальон, это было вранье. Там было 20 моих человек и чуть больше 100 Гивиных. А писали, что там более 3000 ополченцев. Я не знаю, это героизм, не героизм. Я считаю, что просто люди воюют за свою родину, за свою землю, за свой дом. Мы к ним не шли, они к нам приперлись. Как они сказали, защищать нас. – 16 дней перемирия на востоке Украины. Но каждый день продолжают приходить сообщения о новых обстрелах Донецка и жертвах. Такое же перемирие когда-то было в Славянске. Нет, стрельба идет. С их стороны работают. И диверсанты по Донецку работают. Они просто стягивают войска. И причем очень интенсивно. Илона Баневич, позывной Боня, командир роты ополчения. По образованию она кондитер. До войны жила в Донецке. На фронт пошла после того, как украинская армия разбомбила ее родной дом. У меня на доме нету крыши. Из 10-этажки мне осталось 8,5. Первое время было тоже тяжело. Ну как первое время? Первый месяц было тяжело. Ну там ничего. Теперь под руководством Илоны сотни мужчин. Всеобщее уважение она заслужила еще под Славянском, когда получила ранение. Пуля рассекла ей лицо. Тогда ей вручили первый Георгиевский крест, самую почетную награду Донецкой Народной Республики. После обороны Иловайска она получила второй орден. Их оба недавно вручали, потому что я от них бегала, от крестов. Знаете, мне главное не награда, чтобы мои люди были целые. Я переживаю за каждого. Я знаю, где у меня каждый. Я знаю, какой он получает, если он на лечении, что и как. У меня первый принцип. Мы своих не оставляем. Ни 200-х, ни 300-х. Мелик, все на базе? Фонограмма машине. Делать колеса. Ну, что они там собирают? Это не укропские. Д-100, Д-20 на пушке. Это то, что, кстати, запрещено конвенцией. А что это? Это осколочно-фугасные
Вот она, ихняя маркировка, осколочно-фугасная, 125-я. По всей видимости, это со складов города Артемовск. Да. Да, Артемовские. Это танковые. Это они в мере осторожность оставят для нас, чтобы на ней поработали. А это вот как оно все было, так они побросали. Они не успели, мы слишком быстро пришли. Это грады. Да. Это заряды. Аналогично запрещенные. Ну, один заряд почти 100 килограмм весит. Обращаться с таким вооружением большинство добровольцев учились прямо во время сражений. От учителей до инженеров, шахтеров, все профессии, все. Без разницы. Даже в армии служившие. Да. Все. Ну, начнем с того, что, во-первых, действительно, мы дома. Очень много местных. Мы у себя. Мы знаем, где, что и как. А они сюда, ну, как, знаете, как котят забросили. Добровольцы идут в ополчение со всей Украины. Многие приезжают на помощь из России. Живут в импровизированных казармах. В связи с тем, что люди идут в ополчение, расширяемся. Поэтому тут в кабинетах ребята сами как-то обустраиваются. Вот как они обустроились. Вот. Тут даже телевизор ребята поставили. Все на добровольных началах. Все сами, все своими руками. Каждый спит со своим оружием. Есть, как вам сказать, Харциск, Макеевка, Зуевка, Зурез. Вот и все. А что читаете? Иронический детектив. Немножко отвлечься от войны. Сергей Журилко живет в городе Харциск. До начала войны работал строителем. Теперь он командир роты. Все его знают по позывному «Борода». Не мы к ним пришли. Пришли на нашу землю, ко мне домой, да, разрушают дома, убивают матерей, убивают женщин, убивают детей. Ну, я защищаю свою семью, я защищаю свой дом, защищаю своих родителей, сестру, дочь, жену. Ну, мне кажется, каждый нормальный человек должен так поступить. Он защищает свою землю, свою территорию. В подчинении Сергея ополченцы города Харциска. Сейчас его повседневная работа – контроль за соблюдением перемирия. Каждый день он проверяет блокпосты. Двое досматривают, остальные прикрывают. Отойди! Двое досматривают, остальные на прикрытии. На дежурстве рядовой ополченец проводит почти сутки. Затем меняется. Что может случиться за время смены, не знает никто. Перемирия такового не существует. Они как стреляли по нам, так и стреляют. Спасает удача, я не знаю, что уже. Как бы я россиянин, всю жизнь прожил в России. Насколько я знаю своих предков, они тоже прожили в России. Отбиваем врага от наших границ. Чтобы возле моего дома не стояли танки, и вот этого все кошмара не было там. Вот поэтому мы здесь. У меня брат здесь погиб, родился здесь, в Иловайске. Ты сам откуда? С Ростова. Да. Ну, я родился здесь, у меня дед здесь погиб, бабушка погибла, родственники погибли, брат погиб. Мать у меня здесь. Во время объездов позиций Сергей, как только появляется возможность, заезжает к жене. Привет. Привет. Моя любимая, самая любимая моя жена. Люблю безумно. Переживаете? Да, все и правда. Не рыдай, у меня от слезы сейчас потекут. Все.
Ну. Так, не рыдай. Все. На телефоне. Давайте. Ура. Пока. У служебной машины командира роты задняя передача не работает, так что приходится толкать самому. Пока. Несмотря на перемирие, обстрелы окрестностей Донецка продолжаются. Каждый день гибнут мирные жители. Мы стояли вот здесь все, разговаривали и гуляли. И тут первый взрыв. Вот здесь дверь вылетела. И воронка, смотрим, воронка, все в ужасе. 50 лет в шахте проработал, не убил. Пострадал, пожило все. Чтоб ему ни добра, ни счастья. Что ж он делает? Это не люди, это звери. Пусть им такое самое сделают, как и с нами сделали. В этих домах нет ни электричества, ни воды. Еду готовят прямо у подъезда. А это зал. Как можно жить? Как можно жить? Зима на носу, товарищи, объясните. Вот спальня. Тоже все побито. Двери повылетали. Снаряд попал в дом Людмилы Кучеренко средь бела дня. Ее муж погиб под осколками прямо в доме. Снесло все на наших голову, на наших руку руках, оторвало, и все на наших глазах это все. И кому нужна была эта война? Кто объяснит? Никто. Работали, отработал 40 лет, ушел на пенсию. И сюрприз получил. Теперь живи как хочешь, хоть живом, иди в могилу, ложись и все. Брать, в принципе, уже нечего. Все разбито. Все равно страх. Бабушка-то у меня здесь. Я ее никуда не потяну. Давай. Руку вот так положи. Завтра будем переодеваться, завтра будем, может, по чуть-чуть покупаю тебя. Вот это все уберу, вымою. Куда она не соображает? Да. Она не понимает, что даже зять у нее погиб. Приношу кушать, она плачет. Ну давай, это ешь там. Не надо, пожалуйста, не надо. Враги. Чтобы на них все это вернулось. И чтобы летели такие бомбы, чтобы они все вылетали, разлетались на части. Что они с мужем сделали? Кто теперь его вернет? По всем окрестностям регулярно находят неразорвавшиеся снаряды. По обочинам дорог стоит брошенная украинская техника. Позиции, недавно оставленные киевскими военными, теперь зачищают от мин и снарядов. Здесь сейчас лучше вообще по грунтовым дорогам не ездить, заминировано все. Уходили, оставляли за собой неприятные сюрпризы. Лежит следующая. Это поле – нейтральная территория. Здесь может произойти все, что угодно. Как? Перед зачисткой стоит удостовериться в отсутствии противника. Так проверяем на движение. После чего смело можно двигаться вперед.
Смотрим под ноги. И здесь можно обнаружить не только мины направленного действия, но и фрагмент туловища. Запах потом стоит неприятный. Вся техника стояла в капонирах, по нашему могильнике, вырыли себе. В общем, как-то так даже выехать не успели с гаражей своих. Здрасте. Здрасте. В хозяйстве пригодится, да, батя? Это вы натворили тут? Ну а чё б нет? Что, нельзя? Не нужно. Да. Зато землю нашу не вывозят, вот видишь, вагонами. Вот. И будем жить мы здесь, и нас никто не выгонит отсюда. Вот. Ну ничего, батя, все-таки выстоим. Деды наши отбивали, внуки сейчас защищают. Выстоим. А батя всегда придет на помощь, правильно? Конечно, выстоим. 15 градов насчитали, когда они перемещались. Они сначала мелкими партиями, а потом 15 градов. И разместили, и сутки били по Иловайску. Они дождались подкрепления с Самросевского района. Заняли позиции и начали молотить. В конце августа украинские подразделения, стоявшие здесь, в совхозе Тимирязевский, были окружены и уничтожены. Вот нашли гранату на полу. Дети ее могут свободно принести в дом, кинуть в печку там или еще что-то. Это может выгореть, может взорваться, я не знаю. Но обычно в таких случаях мы вставляем свои запалы и обезвреживаем блиндажи, ихние же блиндажи, которые они могли заминировать и все остальное. Вы сейчас отойдите на безопасное расстояние. Все. Вот такие каски лучше не поднимать. Пусть люди, которые знают, как с этим бороться, сами. Главное, чтобы местное население не вскрыло. Так, боекомплект пустой. Чуть-чуть он не доехал до места расположения снарядов. Двигатель в полном порядке. Аккумуляторов нет. Ничего нет. Угрозы не представляет. Ну что, поедем? Андрей Резников, позывной «Резак», родился и вырос под Донецком. В 90-е уехал в Россию на заработки. Как только началась война, вернулся на родину. Я проходил здесь, в этом Амросиевском районе, во всем. Проходил каждую посадочку, каждый лесок с самого детства, 6 лет. Я работал водителем, я получал зарплату. Но я работал в России. Почему я здесь не могу себя так чувствовать у себя на земле? Почему стремятся продать, разбить, уничтожить, все, поделить? Иловайск. Именно этот город планомерно бомбили украинские грады. После длительных артобстрелов в начале августа батальоны Нацгвардии Донбасс и Азов вошли сюда. Три недели ополченцы сдерживали их атаки. Обои можно судить по отметинам. Так что можно себе представить, как тут рубились парни.
что когда первая атака шла на меня 700 человек, у меня было в роте всего 107 человек. Всего лишь. Так что, если воевать такими же методами, как украинская армия, они умирают очень быстро и очень тщательно. Позывной этого человека Гиви. За его голову украинцы назначили вознаграждение – 10 миллионов гривен. Шева, я. Здесь состав батальона. Быстро. Командир роты. Я ж нашел твоих. Да ладно. Так, где-то у тебя. 4 часа утра был открыт огонь по нашей разведке. Это с нашей стороны перемирие. Потому что у нас есть приказ министра обороны, главного командующего, не стрелять. А как бомбили Петровку, как бомбили Шахтерск, как бомбили Ждановку, как бомбили Нижнюю Крымку, так и бомбят. До сих пор бомбят. До войны Гиви жил и работал в городе Харциск. О том, что станет военным, и не думал. Я спокойно жил, работал на канатном заводе в городе Харциске. Нормально зарабатывал деньги, все такое. Но когда увидел, что происходит, я не выдержал, собрал свои вещи, поехал в Славянск воевать. Я был против украинской власти всегда. Я остаюсь таким же приверженником. Право комнат. Там стоит автомат, РПК. Вы для парня, ходите, работаете. Вам разведку, кстати, вашу. Эти матеря, которые хлопали в ладоши на Майдане в Киеве и кричали: давайте, дайте им там, а потом стоят сопли по телевизору показывают: верните моего мужа. Так нахер ты его отпускала? И стоит мама там: я инвалид, он меня один единственный. Так зачем вы его сюда отпускали? Если вы думаете, что он поможет Америке, я могу вас разочаровать. Но то он не поможет ни в чем. Мы сильнее, умнее, и с нами Бог. У меня сидит здесь пленный один. Дневник его лежит, который он вел во время воинской службы. Это бред сумасшедшего. Я вам могу даже оставить почитать. Хотите? Хочу. Вот человек дневник ведет. Он описывает здесь своих друзей, как они бухают, как они насиловали женщин. Все здесь написано. Как они приставали, как они уговаривали, как они плакали. А эти вот идиоты, они не понимают, зачем они сюда приходят. Потому что каждый пытается или на этом ложиться, или списать свои кредиты, или еще что-то в этом роде. Понимаете? Хозяин этого дневника был отпущен в рамках выполнения условий перемирия. Марчишак. Воронюк. Обмены военнопленными происходят на нейтральной территории. Сахнюк. Бондарев. В этих автобусах 73 украинца. Вовк. Климчук. На другой стороне 69 сторонников Донецкой Народной Республики. Мне исполнилось список военнопленных. Если мы зайдем просто в автобус, пофамильно их сразу отметим, одних, вторых. Заехать не можем все. Почему не пешком? Технические проблемы. Заехать не можем. Стоять! Два человека шаг вперед! Остальные остаются сзади. Пойдем. После долгого ожидания начинается обмен. Первыми под конвоем привозят пленных ополченцев. Как тебе Затем отпускают украинцев. Сразу после обмена освобожденных ополченцев везут в распределительный пункт. Отсюда они разъезжаются по домам. Передать словами вот сейчас сразу то, что я чувствую, я как бы не могу, потому что я 4,5 месяца находился в заключении. 3,5 месяца я практически вообще ни с кем не общался, потому что находился в СИЗО СБУ. А как вы в плен попали? Меня выкрали в Донецке 3 мая в 11 часов утра от центрального универмага. Чем вы занимались тогда? Я депутат Донецкой Народной Республики. Костя, это ты. Боже, Костя.
Костенька, ужас. Это ужас. Доченька. Это папа, наш доченька. Ну чего ты? Ну, зайчик. Просто папа похудел наш, и все. Ну все, я дома. Все хорошо. Для каждого, кто воюет здесь, желание быть с родными, жить в мире и благополучии – главная цель. Цель, которая объединяет всех. Да, у меня тоже есть семья, у меня есть ребенок. Конечно, задумалась. Хочется, чтобы он пошел в школу. Последний класс все-таки остался. Вы знаете, конечно, тяжело будет после войны отойти от всего этого. Но я думаю, буду отстраивать назад дома, города. То, что порушили, разрушили. Надо строить, продолжать жить.